Приветствую всех на нашем канале. И решил я высказать свое мнение, мнение дачника о такой вот красочке. И знаете, что самое интересное, вот я человек советского воспитания, и мне как-то немного непривычно то, что одна краска подходит под дерево, металл и бетон. Когда я купил ее первый раз, я, честно сказать, сомневался, так ли это, что она подходит практически для всего. Вот и давайте сейчас начнем с металла. Как она красит металл, данная красочка. Ну, это пустая, не суть. Использованная. Итак, металл. Вот, эту беседочку я столбики вставил в 23-м году. Низ я делал чуть позже. А сами столбики все варил я в 23-м году под виноград. А сейчас у нас 25-й. То есть после установки и сварки я, естественно, их покрасил. Все вот свои столбики. Красил я один раз, но в 2 слоя. И что я хочу сказать. Знаете, тут вот солнце светит, естественно, постоянно это все на улице. И краска, не знаю, тут передаст эта камера с телефона. Краска не отслаивается, ничего нет. Вот лежит она хорошо на железе. Но за лето она как бы немного выгорает. Но в 24-м году я ее не подкрашивал, не хватило. А в 25-м году я все же подкрасил. Вот тут вот видно будет, что я подкрашивал. Да, вот слой видно так немного, что я наносил уже в этом 25-м году. А в 23-м я дважды ее прошелся этой красочкой. И на 24-й год, то есть полностью хватило. Это что касается железа с этой краской. Ну а теперь можно перейти и к дереву. Как тут указано, оно еще и по дереву. Итак, понятно, что на даче у каждого есть скамеечки, да и вообще табуретки, куча дерева, чтобы подкрасить. Итак, скамеечка. Я ее первый раз прошелся этой краской, но еще даже снег не сошел, только-только начало теплеть. И я первый раз ее покрасил данной краской. Ну и скажу честно, довольно неплохо. Но поскольку доска эта была, скажем так, старая, она очень хорошо впитала краску. И одного слоя было мало для старой доски. Но только у меня краска закончилась. А потом я тут еще подкрашивал. Мне надо было окна немного подкрасить. Я купил еще. И когда прошел второй раз, вторым слоем краски по этой доске на лавочке, то стало все намного красивее. Заиграла намного ярче. И, то есть красил я ее где-то в конце февраля первый раз, в начале апреля, я точно не скажу, но было еще довольно прохладно. А второй раз прошелся, уже в середине июня. И краска, вот первый слой довольно неплохо держался на этой доске. То есть и дерево, эта данная красочка красит неплохо. Но остался бетон. Итак, что касается бетона. Здесь у меня на даче было окно, но я его просто заложил кирпичом. И, штукатурка так себе. И покрасил я вот первый раз ее где-то, конец февраля, начало апреля, но немного не докрасил. Вот видно, красочки не хватило на все. А вот это уже докрашивал в начале июня. То есть, да, отличается. Знаете, мне на даче не критично. В общем, и за данный промежуток времени на бетоне, что я могу сказать, неплохо довольно. То есть, да, не отштукатурено, некрасиво. Но, если честно, хорошо хоть покрашено. Пока так. И напоследок, что я еще хочу сказать за эту краску. Вот здесь у меня видно, вот обработано битумным герметиком. Вот
Все я здесь им обработал, залил вот таким вот битумным герметиком. Ну и данная краска, если честно, и его довольно так неплохо покрасила белым. То есть в целом мой личный отзыв об этой красочке: довольно неплохая универсальная краска. В общем, как-то так. Ну и на этом все. Всем удачи и до следующих видео.